Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим. И я, Борис Марцинкевич, всем добрый день. В Евросоюзе цены на газ поднялись выше 540 долларов за 1000 кубометров. В Норвегии уже высказали сомнения в том, что ЕС заполнит хранилища до требуемого уровня к следующей зиме. Борис Леонидович, такой вопрос. Все очень наблюдают за процентом заполняемости. А что, собственно, будет, если они не заполнят свои подземные хранилища газа? Ну, главный вождь европейского народа Урсула фон дер Каллес легко может решить эту проблему, просто снизив требования по объемам заполнения к началу отопительного сезона. На день сегодняшний 90%, достаточно написать 75%, и выясняется, что все легко и уверенно вписываются в новые нормативы. Тревоги Норвегии, ну, давайте не забывать, что на день сегодняшний это поставщик номер один для Европейского Союза. Для тех, кто не в курсе, в очередной раз напоминаю, что Норвегия не в составе Евросоюза, хотя входит во всевозможные торговые объединения и так далее, и так далее. И здесь к Норвегии можно относиться по-разному, но к ее населению стоит присмотреться. На волне расширения Евросоюза после краха СССР вступали все. Намерена была вступить и руководство Норвегии, агитировало за это, но по их законодательству необходимо провести референдум. Проводят референдум, получают 70% ответов «нет». Удивляются. Вроде бы в Евросоюзе все так хорошо. Вот могли бы почитать наших российских либералов, как там все замечательно. Правительство Норвегии приходит к выводу, что что-то здесь было неправильно, народ не торт. И через 3 года проводит повторный референдум, получает 75% ответов «нет». Удобно это для Норвегии? Мне кажется, что да. Потому что все, что изобретает коллективная Урсула фон дер Каллес, Норвегия аккуратно выбирает то, что приносит пользу их стране, а все остальное отбрасывает в мусор. Такие вот словесные эскапады не заполнят. Разумеется, это словесная такая атака для того, чтобы цены немножечко выросли. Но действительно, тот уровень цен, который сейчас сложился, Евросоюз, если кто помнит, 21-22 год, и не такое видел. Ничего, пережили, не замерзли, все хорошо. Ну, деиндустриализация началась, ну, тоже нормально, зеленее экономика станет. А сейчас межсезонье. Закончился отопительный сезон, не началась еще летняя жара с резким спросом на электроэнергию для работы кондиционеров. Это такой существенный фактор, и, собственно говоря, энергетический кризис 2021 года именно с этого и начался. Была более суровая, чем обычно, зима, которая уже в мае перешла в жару за 30 градусов, и летнего спада цен просто не произошло. Мы приблизительно это наблюдаем и сейчас. Зимой, в отопительный сезон, стоимость газа на TTF была больше, чем на $100 ниже. Сейчас в межсезонье спрос падает, цены нет. И дальше возникает все тот же вопрос. Это мы с вами привыкли, что если мы говорим о газе, мы говорим о «Газпроме». В Европейском Союзе, благодаря их либерализации, третьим энергопакетам, целевым моделям европейского газового рынка и прочего-прочего, в газовом секторе работают сотни компаний. Государственных среди них минимальное количество. Это они должны закупать. Но благодаря требованиям третьего энергопакета компания, имеющая свои импортные трубопроводы, то есть для того, чтобы получать газ из той же Норвегии, не имеет права этот газ закупать. То есть владелец газа и владелец трубы – это должны быть два разных юридических лица. Больше того, владелец газа и владелец подземных хранилищ тоже разные юридические лица. Модель, которая выстраивалась со времен Гронингена, была достаточно однозначной. На летнее время, когда падает спрос и падает цена, закупаем, храним. Хранение тоже стоит денег, тем более, если это другое юридическое лицо, владелец ПХГ старается заработать денег для себя. Вы арендуете свободные емкости, ждете зимы, ждете роста цен, продаете ваш газ, рассчитываетесь за аренду, у вас все в порядке, вы с маржой закончили цикл. Если сейчас, в период межсезонья, цена оказалась выше, чем была в отопительный сезон, и еще летних каких-то всплесков мы не увидели, вот я владелец европейской компании, у меня есть возможность приобрести газ у Норвегии, у Алжира, у Азербайджана, неважно у кого.
Цена выросла. Выросла, потому что ценовое биржеобразование предусмотрено третьим энергопакетом и целевой моделью европейского газового рынка. Если я, компания Имерек, закуплю, не знаю, там, 100 миллионов кубометров газа, договорюсь, допустим, с немецкими владельцами ПХГ о том, что буду хранить газ у них. Где-то к осени ситуация вокруг Исламской Республики Иран успокоится, цены упадут. А что я буду делать со своим газом? За аренду мне все равно придется заплатить. Покупал я газ по высокой цене. Где маржа? Отрицательный рост нравится далеко не всем. Поэтому, да, риски того, что просто, несмотря на возможности хеджирования рисков и еще чего-то, европейские газовые компании не пойдут на такие риски, он достаточно высок. Покупать газ сейчас, когда он в районе 540-550, мы видели в списке, там и до 600 доходило, договариваться о хранении и ждать, что зимой цена окажется выше, а если нет? Раскрыта страшная тайна. Тюменская техника Кейс-Гуру производится в Китае, где сосредоточены передовые производства около 90% мировой электроники. Почему тогда мы читаем на коробках техники Кейс-Гуру «создано в Тюмени»? Потому что в Тюмени мозги, идеи и тесты устройств. Именно в Тюмени инженеры продумывают сочетание характеристик для устройств Кейс-Гуру, экспериментируют с материалами для пылесосов и наушников. Глава компании Кейс-Гуру Вадим Боков лично контролирует каждый этап разработки. Тюмень – это про инженерию, гарантию и ответственность. Китай – это производство и масштабирование. Яркий пример подхода – линейка наушников Кейс-Гуру CG Pods. Они опережают дорогие аналоги по функциям, но дешевле в 5 раз. Каждая модель претендует на мировой рекорд по характеристикам. Тюменская новинка – наушники Клипсы. Кейс-Гуру Клип с анатомически удобным креплением. Рекорд безопасности для слуха. У наушников Кейс Guru Clip есть ИИ шумоподавление в микрофоне. Алгоритмы выделяют голос среди внешнего шума. Кристальная слышимость даже в метро или аэропорту. Мировой рекорд неубиваемости у Case Guru X. Стойкие наушники с прочным кейсом из авиационного алюминия. Выдерживают до 220 кг нагрузки. Еще одна модель Case Guru Sport. Универсальные наушники для любых ушей. Подходят для 98 различных типов ушей благодаря своему креплению. Купить легендарные тюменские наушники-рекордсмены можно по QR-коду на экране или по ссылке в описании. Забирайте наш промокод GEO26 на скидку до 1000 рублей. Установите приложение Case Guru и получайте больше скидок и бонусов. Сразу после установки целых 500 бонусов уже на счету. Вот играть в такую рулетку, на мой взгляд, готовы далеко не все. Это с одной стороны. С другой стороны, ну, кого-то винить в этом тоже не приходится. Третий энергопакет принимали, нельзя сказать, что на ура. На всякий случай напомню, что это был единственный случай, когда Еврокомиссия подала в Европейский суд на 18 стран-участниц. Это те страны, которые положение третьего энергопакета отказывались закреплять в национальном законодательстве. Суды они проиграли, теперь у них есть третий энергопакет. Но больше того, решением все той же коллективной Урсулы фон дер Каллас происходит отказ от российского газа. Мы помним эти террористические акты в Балтийском море и поведение киевского режима, прекратившего транзит, и поведение правительства Польши, которое, собственно говоря, добилось того, что не работает Ямал-Европа. Вот этого всего тоже нет. Есть газовый кризис. Мне сложно сказать, довольны в Евросоюзе все происходящим или нет. Помимо стоимости самого природного газа как энергетического ресурса, большое значение, конечно, имеет и стоимость природного газа как сырья для производства азотных удобрений. На них тоже наблюдается скачок, и, на мой взгляд, то, что происходит на газовых рынках, значительно тревожнее, чем то, что происходит на нефтяных рынках. Потому что производство удобрений – это урожай. Рост цен на продукты питания для развивающихся стран, для стран африканского континента, для некоторых стран Юго-Восточной Азии может перерасти действительно в глобальный кризис, это потоки беженцев и так далее, и так далее. Но и для Европы подорожавшая сейчас общая оценка, группа азотных удобрений подорожала в среднем на 50%.
Радует ли это европейские страны? Радует ли это европейских аграриев? Сумеет ли национальное правительство компенсировать вот такой рост? Или по осени вынуждены будут видеть выросшие цены на продукты питания? Сказать сложно. Больше того, мне и говорить-то об этом не хочется, потому что все эти действия Еврокомиссия разрабатывала самостоятельно, и пакеты санкций, и пакеты для пакетов санкций, все это разрабатывалось самостоятельно, принималось на ура. Несмотря на тот кризис, который мы наблюдаем, никакого пересмотра позиции мы не видим. Как бы мы ни относились к Трампу, но он все-таки немножко ближе к пониманию реальности. Я напоминаю, что были приостановлены санкции в отношении российской нефти уже дважды. Скоро подойдет окончание второго срока на месяц, это у нас сдается, вот как раз после праздников будем наблюдать, продлят, не продлят. Поведение Трампа, ну, более-менее осмысленно. Если еще и российской нефти на рынке нет, цена может вырасти еще выше, вырастут цены на американских АЗС. Мне это не нравится, пусть лучше Россия что-то заработает, но у меня будет меньше волнений дома, меньше поводов для демократической партии критиковать действия республиканской партии. В Евросоюзе вообще никаких колебаний нет. Там верной дорогой шагают нога в ногу, так скажем. Но это их решение. Переживать по поводу того, что у них там что-то плохо или хорошо, ну, как они перезимуют, будет ли им тепленько, или та же самая, как ее, Кайя фон дер Ляйен в очередной раз сообщит, что в душ надо ходить раз в 2 недели. Ну, это их проблема. На мой взгляд, намного более интересно то, что происходит внутри России, но, к сожалению, нашим зрителям это не интересно. Если в передаче нет Урсулы фон дер Каллас и Фридриха Трампа, то передачу просто никто не смотрит. Еще один маленький нюанс, если мы говорим о Европе, сравниваем ее с цивилизованными странами, такого роста цен на природный газ, как мы наблюдаем в Европе, в Азии нет. И даже когда нам рассказывают, что цены выросли, нас дезинформируют. 70% газового рынка Азии – это долгосрочные контракты с привязкой к нефтяным котировкам. Выросшие цены на оставшиеся 30%, да, это заметно. Но по сравнению с Европой, где выросли все 100% объемов газа, стоимость объемов газа, там как-то все это намного мягче. И второй момент, который тоже влияет на то, что цены и в контрактах не так сильно растут. Уголь. Но в Азии умеют считать, они не боятся калькулятора. В Европе не все знают, что это такое. Если пересчитать стоимость киловатт-часа при использовании энергетических марок угля и при использовании природного газа, смотрите, где число больше, где число меньше. Если по углю меньше, включайте угольные электростанции. А в Европе нечего включать. Вот этот садик Борреля отличается умом и сообразительностью. Если вы остановили угольную электростанцию, все непременно надо при помощи бульдозера экскаватора ее снести, взорвать. Это красиво, видосики получаются. И вот сейчас, когда рост цен на газ можно было бы сдерживать за счет использования угольных электростанций, такой возможности нет. Ну и отдельная тема, конечно, успехи американского и европейского реакторостроения. Я имею в виду строительство АЭС. Но это, наверное, тема совсем уже для юмористической передачи. Напоминаю, что в мире есть два типа стран. Одни развивают у себя атомную энергетику, а вторые рассказывают, как они будут развивать атомную энергетику. В Европе и США на день сегодняшний рассказывают. В Азии строят. Почувствуйте разницу. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий, друзья. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, подписывайтесь на наш канал в Макс. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на спонсор.ру. Спасибо, до новых встреч. Не забывайте распространять наши ролики в доступных вам социальных сетях, это тоже поддерживает наш проект. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.